Мы перешли к следующему часу программы. Для тех, кто только начал слушать, напоминаю, мы обсуждаем семейные конфликты между бабушками, дедушками, родителями и детьми, взрослыми и пожилыми, родителями и мелкими детьми, между мужем и женой, между тещей, зятем, свекровью и невесткой, и, наконец, между самими детьми, пусть даже они и внуки. Помогите! 3 восклицательных знака пишет нам Кирилл, являясь так или иначе участником почти всех перечисленных конфликтов со своими родителями, с женой, с дочкой, с родителями жены, на работе тоже. Сам я не очень конфликтный, жизнь рассыпается просто. Прошел курс 10 занятий с психологом, мне помогло. Как писал Жванецкий, от меня пахнет рыбой. Чем больше тру, тем больше. Кирилл, позвоните нам в эфир. Давайте поговорим, я вам рад помочь. Коротко могу сказать, что так происходит, потому что вы ведете себя как жертва. Если вы поменяете поведение, это реально сделать, то изменится вся ситуация, вы не будете участником конфликтов. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Здрасте, Алина. Да, я хотела бы узнать, моя дочке сейчас 6 месяцев, я родила ее одна, без мужа. Но папа у нас не участвует в жизни ребенка. Как сказать, когда она подрастет, где ее папа, чтобы она не переживала. А где ее папа? У него другая семья, и не его дочка, это моя дочка. Он знал, что она у нее родилась? Да, он знает. Да. Он хотел, чтобы она родилась? Или он предлагал вам сделать аборт? Нет, он не предлагал мне сделать аборт, но когда у нас была речь об этом, он говорит, нет, лучше не рожай, потому что это такая ответственность, я не смогу вам помогать. Тогда скажите, как есть, что, дочка, мы рады, что папа дал тебе жизнь, но папа не смог быть тебе отцом, потому что он в силу своей инфантильности, несостоятельности, ущербности сказал, что он не вынесет такой ответственности. Конец рассказа. Он не смог быть тебе как бы отцом. Не потянул. Все, собственно, что и есть. Это лучше, чем глухонемой капитан дальнего плавания, который разбился на самолете. Это точно. В дальнейшем для нее это будет Ей придется... Что она будет говорить своим сверстникам? Нет, слушайте, по этому поводу вы не сильно беспокойтесь, потому что по статистике 54% детей и в России, и в Европе живут в неполных семьях. То есть больше половины. А то, что конкретно с вашим папой, папа оказался не в состоянии взять на себя ответственность, но, к сожалению, так. Он сам как ребенок. Но почему мы любим папу? Потому что папа тебе дал жизнь. Если папы не было, это была бы не ты. А как вы думаете, в дальнейшем, когда она подрастет, вырастет, она захочет найти его как-то Она, может, и захочет найти его, но это уже будет ее выбор. Она уже будет взрослой, она будет в состоянии это пережить. Я сейчас слушаю вас. Есть такой фильм, я вообще очень не люблю чернуху. И есть фильм, называется «В стране» или «Страна Оз». Не американский, а российский. И я думаю, зачем люди снимают чернуху ради чернухи? Там про девочку, которая то пытается изнасиловать, то убить, то ее избивает. Она все время то с балкона пытается выкинуться и так далее. И так весь фильм. Людям, кстати, многим нравится. И вдруг я открываю какой-то журнал глянцевый и читаю про эту девочку, про ее жизнь. Она сама пишет. И это никакая не чернуха, это, собственно, и есть рассказ о ее жизни. Ее мама родила от жениха ее родной сестры. Понимаете, какие отношения, были у тети? А когда я про папу вспомнил, папа тоже не принимал участия и вообще жил со своей семьей другой. И когда ей было 13 лет, она взяла других друзей, взяла там, видимо, цепи, ножи, пошла папу убивать. Говорит, папа, здравствуй, открывай, мы пришли познакомиться. А ребята ждали наготове, папе по голове уже заехать. А мама очень любила с бутылкой водки кинуться к мужикам в машину и до утра покататься. Такая семья, реальная абсолютно. И, она теперь стала достаточно известной актрисой и вышла замуж. Все мне память плохая на имена или фамилии.
Короче, муж у нее режиссер, известный тоже. Так они и живут. Вот. Я что вам хочу сказать, что, ну да, это не совсем приятно, что вот у тебя такой папа, но я вам расскажу, что вам было попроще, как американцы решают проблему, когда у них вырастает, слушайте внимательно, ребенок в детском доме, которого нашли на помойке. Вот как сказать, он уже вырос, ему, скажем, лет там 15-16, вот что можно сказать про матери, что она хорошая? Вы найдете какие-нибудь слова? Ну, Трудно. Она хорошая, А? что она не смогла его вырастить, побоялась, может быть. Вот именно, они примерно Она так... любит. Он не... Понимаете, в чем дело? Психологи не могут сказать ребенку, что у тебя родители сволочи. Потому что психологически ребенок себя отождествляет с мамой и папой и тоже будет себя ненавидеть. Понимаете, да? Да. И они вывернулись наизнанку и придумали неубиваемую формулировку. То есть мы говорим сейчас реально о том, что его нашли на помойке, подобрали, отвели в этот... Наша Мизулина, она продолжает... Кто-то пошутил из сатириков, сказал, есть у нас несколько персонажей в Госдуме, которые даже бесплатно просто любят нагадить людям. Но просто вот сделать плохо уже даже не за деньги, не за карьеру, уже от души. Вот Мизулина пытается, ну, у нее целая программа, убрать бэби-боксы. Знаете, что это такое? Да. Вот. Да, даже люди далекие от совершенства на ее платформе состоящие, с ней уже, так сказать, бодаются и воюют. Вот, потому что, то есть, уже спасли где-то 10 детей там за первый месяц, когда бэби-бокс, иначе их на помойку просто, или в мусоропровод могли спустить. А тут все-таки они живые еще могут остаться. Конечно. Но Мизулина не живется. Она целую платформу под это подвела, что это делает женщин безответственными. То есть, если женщина не видит бэби-бокс, она, конечно, тут же говорит, ну, будете я тогда хорошей матерью. Типа, ну, просто повезло парню, да? На самом деле нет, конечно, просто будут выбрасывать. Вот. Но я сейчас о другом хочу сказать, что американцы говорят, да, вот почему на помойку? Потому что она знала, что на помойке всегда есть люди, и тебя, ну, кто-то найдет. Да, дальше. Почему она тебя выкинула? Потому что она оказалась слабым и больным человеком, не смогла тебя воспитать. А за что ты ее любишь? За то, что она тебе жизнь дала. Нормально, да? И она тебя еще 9 месяцев вынашивала, аборт не делала. Но вот она, когда вот как бы не рассчитала, не знаю, силы, оказалась неспособной. То есть в какой-то такой форме вы можете сказать ребенку, когда он подрастет, что папа, ну не то, что ты его любишь или не любишь, но вот он дал тебе жизнь, но он оказался несостоятельным в качестве отца. Как-то вот так. Не думаю, что ребенок сильно обрадуется, но хоть немного смягчите эту неприятную подробность. Всю жизнь спорила со своей матерью. Сейчас, когда она ушла, ловлю себя на том, что поступая как она. И второе, она всю жизнь принесла обиду на моего родного отца. Жалею, что не столкнулась с вашими лекциями раньше. Сейчас я смогла бы помочь мамочке избавиться от этой обиды, прослушав много ваших бесед. Спасибо, Галина, 57 лет. Спасибо, Галина. День добрый. Я жертва младшей из 3 детей, 2 старших брата, один старше на 8, другой на 5. Травили меня все детство, один физически, другой морально. Сейчас мне 39, с братьями не общаюсь, не чувствую потребности, возможно, и поэтому у меня только один ребенок. Родители делали вид, что ничего не происходит. Пыталась простить всех, но, похоже, не получилось. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Какой у вас пионерский задорный голос, Кристина? Вам сколько лет? 24. Ну, соответствует. Рассказывайте. Я жената 2 года, точнее замужем, и с мужем у нас практически нет конфликтов, кроме одного. У нас есть одна тема, это его он очень много времени тратит на игрушки компьютерные. Очень много времени. Это может быть, он просыпается в субботу утром и садится за компьютер и может встать только в воскресенье утром. При этом у него все хорошо с социальной жизнью, у него прекрасная работа, он ее любит, хорошо зарабатывает, но меня все равно это беспокоит, то, что он так много времени проводит за компьютером, и меня это раздражает. Как бы это вопрос в чем у меня? Стоит ли мне волноваться и как мне ему объяснить, что это нездоровое поведение, как мне кажется?
волноваться не стоит, потому что вы путаете, вы не мама его и не лечащий врач, вы его жена, я правильно понимаю? Да. А говорите как будто про ребенка, про своего. Он не ваш ребенок. Но это проблема, он игрозависимый, так называемая лудомания, и проблема эта существует. Но, подчеркиваю, она не для вас, я вам не как матери говорю. Он, наверное, даже старше вас, да? Нет, на полгода младше. Все-таки мама, да. Ну что, мама, вам сказать? Вы должны ориентироваться не на то, вредно или полезно, а на то, что вас это раздражает. Это главное. Но я не уверен, что вам понравится то, что я вам сейчас скажу. У вас есть два варианта. Вы или не принимаете ситуацию, сами догадываетесь, какие-то последствия будут. Нет, конечно, я догадываюсь, я уже эти... Или сказали, дорогой, тебе чеку, может быть, что ты все время сидишь, можете сюда обед принести, и дальше идете по своим делам. То есть, как бы вообще вы обожаете такие тихие часы, сутки и целые недели, когда муж сидит в компьютере, и вообще это самые счастливые моменты вашей жизни, правда? Ну, в принципе, мы так и живем. А тогда почему вас это раздражает? Меня это иногда раздражает, так бы сказать. То есть, когда я, например, неделю засыпаю одна, и он приходит под утро, Нет, не так. Вы говорите, дорогой, я тебя очень прошу, давай еще хотя бы 2 часа посиди, пока я засну. Ты мне мешаешь. Приходи под утро. Вот это я понимаю, вот нравится, вас все устраивает. А в другом случае или конфликт, или, как я люблю сказать в этой ситуации, вы один раз говорите, а второй раз уже принимаете решение. Кстати, от того, что вы скажете, я думаю, мало что изменится. Потому что зависимость, она и в Африке зависимость. Так люди не могут ни пить, бросить, ни курить сходу. Поэтому думайте. Ну, вы когда замуж выходили, он уже играл? Да. И что, не смутило, нет? Может быть, как бы в конфетно-букетный период это было не так много, вот, потому что сейчас как-то все мальчики играют, мне кажется, практически все. И поэтому это меня сильно... Тут ключевое слово «мальчики», да. Ну, вы, конечно, смешно живете. Ну, хорошо. Спасибо за звонок. Я сейчас вспомнил 2 семьи, мне известные, где все по-другому. Там на почве, правда, алкоголизма. Был у меня такой товарищ Леша. Я прихожу, значит, домой к нему. Сидит он, сидит его жена. На столе бутылка виски, под столом ящик виски. И они смотрят, у них какой-то был модный телевизор, еще были такие проигрыватели, где каждый диск стоил $50. Это были начало 90-х, они что-то смотрят по нему. Вот, молча смотрят, наливают по стаканам, я сажусь также молча, смотрю вместе с ними. Где-то после 2-й бутылки жена, она, так сказать, подохлее будет, она заваливается на бок. Леша говорит: мы хотим спать. Ты, говорит, Миш, сиди пока, сейчас я ее в спальню отнесу. Вот, относит ее в спальню, укрывает одеялом заботливо, 2-ю бутылку кладет под стол, вынимает 3-ю бутылку, но он алкоголик. Вот, и дальше мы пьем, опять смотрим молча телевизор. Через какое-то время, часа через 2, жена просыпается, говорит: мне плесните хоть грамм 20-то, чтобы лучше спалось, и опять уходит спать. А 2-я семья тоже. Происходит дело в ресторане, значит, жена говорит: слушай, Сереж, ты не один. Это она говорит на то, что он себе водку наливает, а ей нет. Он говорит: слушай, давай я тебе грамм 30 налью, а мы остальное же дома допьем, когда будем сериалы смотреть. Можно и так жить. Кому что нравится. Можно бороться, а можно стать тоже зависимым. Добрый день. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Таисия. Я случайно совершенно включила вот это и попала на вашу передачу и просто считаю, что это удача. У меня очень серьезная ситуация. У меня есть дочь, которая и есть внук. Про другого старшего говорить не будем, у него все пока, слава богу, в порядке. Дочь не дает мне никакой жизни. Живет она в другом городе. Внук тоже живет там. И вот сейчас, значит, приехал внук, ему муж умер 5 лет назад. Приехал внук, я его по телефону встретила, он здесь очень редко бывал. Значит, ему 20 лет исполнилось вчера. Значит, он приехал, я готовлюсь к встрече как гостя.
Но когда я открыла дверь, а он приехал уже в 10 вечера, у него свои вещи, я буду у тебя жить. И я коротко стараюсь. И не только я, но и будет жить моя девушка. Я была в ужасе. Я живу одна. Мне 80 лет. Я правильно понял, Богу, что вы не хотите, чтобы они жили у вас? Вы знаете, чтобы он, потому что я подала тут же, я сделала громадную ошибку. У меня не приватизированная квартира. Они прописаны здесь. Вот и мать, и он. Я плачу за квартиру, в результате от моей пенсии остается 4300 рублей. То, что было с мужем, я их уже фактически... Таисия, в чем вопрос ваш? Как мне избавиться? Значит, я вот подала в суд 3 раза, было 3 суда было вчера и 3. И, в общем, чтобы выписать, так как квартира не приватизирована, судья отказала. Ну да. И я теперь, мне говорят, что есть еще какой-то областной, значит, я не могу, 3 месяца я не ем, не сплю. А в квартире у вас одна комната? Трехкомнатная Может, квартира. вам разменяться, съехать как-то в однокомнатную квартиру? Вот я, хочу у вас, иначе я могу опоздать и здесь, как я чувствую. Ну да, то я не знаю, как это делается в муниципальном жилье, его надо приватизировать или хотя бы свою долю приватизировать, и после этого... Нет, уже все, приватизировать надо на всех, но дочь... Понимаете, я заметила это с 14 лет. Это, видимо, какая-то патология, потому что она все отдает. Старается отдать, только не мне, ни родителям, а своим мужчинам. Значит, последний у нее 4, она в кредит, влезла, но присылали все сюда. Эти 4 года. И, в общем, такое Таисия, дело. Я вас понял. Во-первых, все-таки я психолог, хотя у меня есть 2-я специальность юридическая по семейному праву. Я 3 года в Израиле этому учился. Для того, чтобы вести переговоры между членами семьи, как раз когда у них конфликт или разводы. Но вам я вот что хочу сказать. Что ваша ситуация, если вы проиграли суды по поводу муниципального жилья, то, значит, надо приватизировать или общую приватизацию, или свою долю выделить сначала, а потом приватизировать и разъезжаться. Это вариант. Добрый день. Дмитрий спрашивает. В вашем списке конфликтующих сторон нет конфликта между свекром и тестем, как между самими, так и с другими родственниками мужского пола. Мужики что, лучше договариваются между собой? Что за психодагическая, видимо, логическая тонкость? Спасибо большое. Дмитрий, ничего личного. Может, я что-то упустил. Такое тоже может быть. Если кому-то интересно поговорить о конфликте между свекрами и тестями, между тестями и зятьями, то, пожалуйста, звоните и рассказывайте. Михаил, меня зовут Ирина, моим родителям по 63. Живут как соседи, разные полки в холодильнике. Мама уехала жить в деревню на лето. Отец не идет на операцию, которую нужно сделать. Кроме того, не общается со мной и внуками, хотя мы живем в другом городе. Как понять их взаимоотношения и улучшить? Ирина, никак. Вам надо сосредоточиться на своей семье и на своей жизни. Здравствуйте, меня зовут Юля, я из Крыма. Скажите, как избавиться от обиды на брата, который обижает маму, позволяет себе обманывать, использовать меня, например, ворует мои деньги или делает, что попросит, он кричит, вы тут никто, это все мое, спасибо. Не знаю, Юля, но деньги надо прятать, с братом, видимо, не общаться. Мама сама будет с ним разбираться. Как-то так. Добрый день, Ксения, 25 лет, у мужа только мама, других родственников нет. У меня большая родительская семья, братья и сестры. Мои живут в другом городе. Мама мужа не хотела, чтобы женились, не хочет внуков, все время критикует меня, мужа, родитель, ведет себя очень ревностно, манипулирует мужем, пытается навязывать решения даже в мелочах, как общаться так, чтобы ее не обижать, но и дистанцировать от принятия решений, которые касаются только нашей жизни. Друзья мои, не надо думать о том, кого вы обидите или не обидите. Вы все время пытаетесь сидеть на 2 стульях или разорваться, как в древнегреческой трагедии Электра.
Не надо этой хренью заниматься, прошу прощения. Вы делаете то, что вы хотите делать. Не нравится, как мама ведет, не приглашайте ее в гости, скажите ей, что или она приходит в сознание, или уже без нее и так дальше. Обидится, значит обидится. Потому что не обидеть, это значит все-таки что-то делать в ущерб себе. Вы должны решить, что вам вообще нужно. Но доброжелательно скажите: мама, вы говорите про себя, вы маму не трогаете. Скажите: мне это не нравится, мне это неприятно. Вот. То, что касается мужа, это уже вопрос, чью сторону выбирает ваш муж, мамину или вашу. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Да, Михаил, добрый день. Это меня зовут Кирилл. Да, Кирилл. Я вам писал как раз, вы зачитали мое сообщение. Я, честно говоря, не совсем уловил, что вы имели в виду. А вы думаете, я помню ваше сообщение? Хорошо, да, я напомню. Я вот тот самый участник многочисленных конфликтов между... Вспомнил, да. Я сказал, да, что вы ведете себя как жертва, и поэтому являетесь участником конфликта. Вот это непонятно. Да. Давайте любой пример приведите конкретной ситуации. Мы сейчас попробуем разобраться, что здесь не так. Любой конфликт описывайте, какой вы хотите. Конкретно. Допустим, часто с супругой, когда я пытаюсь, у меня какие-то есть инициативы, там, да, я что-то предлагаю, там, как-то какие-то, не знаю, например. Поехать куда-то, да, все это воспринимается в штыки. Куда? Там, Последний раз куда? Не знаю, взять ребенка и поехать там куда-нибудь в парк, погулять там, или еще что-то. Она не хочет. Она не хочет и находит миллион причин. Так, вы берете ребенка и едете без жены, в чем проблема? Зачастую я так и делаю, да, но я как-то вот, поскольку в такой полностью конфликтной ситуации нахожусь, да, мы часто вот... А зачем вы с ней живете тогда? А мы уже развелись, но так или иначе ребенок общаемся. Так. То есть вы поняли, что если жена не хочет с вами ехать, не проблема, тем более вы в разводе, вы берете ребенка и едете сами. Нет уже проблемы? Да, с этим нет. Давайте другой пример теперь. Да, знаете, я бы на самом деле главный вопрос задал, да, вот учитывая вот текущую ситуацию повсеместных конфликтов, да, там, со своими родителями, с родителями жены, там, с дочкой, везде, на работе тут там бывает. Вот, я понимаю, что у меня такого никогда не было, и что-то, очевидно, во мнении, там, может, не все в порядке, да, но я как-то вот стараюсь задумываться над этим, да. Вот, у меня вопрос основной вот в чем, как из этого дела выбраться, да. Для того, чтобы выбраться из этого дела, надо поменять поведение. Для того, чтобы поменять поведение, нужны конкретные примеры. У нас сейчас только минута осталась. Да. Я не успею сказать. Просто, понимаете, вот на примере с женой, если вы дальше примеры какие-то приводили бы, мы разобрались на конкретных примерах, как менять свое поведение. Если вам не сложно, через пару минут перезвоните, и мы с вами продолжим этот разговор. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, у меня сыну 21 год, 3-й курс. Вопрос вот в чем. Он называет себя ленивым и под это ничего практически не хочет делать. Вот. И в моем понимании тоже есть, конечно, большая часть лени, потому что он сидит на диване и как бы не заинтересован ничем. То есть даже если его друзья зовут погулять, он там не лень. Вот, я хотела бы вопрос вот такой задать. Это все-таки психологический какой-то момент? Или это вот такая уловка вот однолетнего мальчика? Уловка тоже является проблемой. Дело в том, что в базе здоровый ребенок должен испытывать потребность в самореализации хоть в чем-нибудь, понимаете? У него какое-то состояние, видимо, юношеская депрессия, может быть, причем при том, что он делать ничего не хочет, и нет потребности не быть как-то поживее, ходить куда-то, чем-то заниматься, это проблема. Нет, вы знаете, у него, может быть, потребности есть, вот почему вот лень, вот я называю это тоже словом. Лень – это отсутствие мотивации и сил. То есть тут или того, или другого не хватает, или сразу и того, и другого. Но это проблема, Есть смысл все-таки к психологу, да, обратиться? Да, есть смысл. Есть. Да, я с дочерью проходил такую историю, ей было лет тогда 16-17, она то училась, то не училась. Я говорю, слушай, давай проще, мы или учимся, или работаем.
И тут ей в Израиле пришла повестка из армии. Она говорит, а мы не учимся, не работаем, и ушла на 2 года служить в армию. Такое тоже бывает. Альтернатива. Да, альтернативу нашла, служила даже в боевых частях, воевала, в разведке, все нормально. Пришла и стала работать. Армия действительно чему-то хорошему учит. Но, к сожалению, простите, он, к сожалению, не может пойти в армию там, в силу там, физически. Может, и к счастью. Может быть, и к счастью, да, но то есть альтернатива – это психолог. Но, понимаете, не может здоровый человек хотеть лежать на диване и ничего не делать. Это не лень, это то, что родители говорят про детей, когда они в школе не учатся. Но когда ты занимаешься как бы тем, что ты хочешь, что ты выбрал, ну, или ты занимаешься, или у тебя какая-то проблема, что ты не можешь этого делать. Так что к психологу. Авторитарные сватьи, конфликтные, духовных интересов нет, почти не общаемся, возможно ли преодолеть взаимное неприятие, спрашивает Света. Возможно, Света, просветите меня, сватьи это кто? Я-то не в курсе. Не знаете, никто. Ну, сейчас у нас такие доброжелательные слушатели, нам обязательно расскажут, кто такая сватья. Я хоть буду иметь представление. А вот Олеся нам пишет, что актриса из фильма «Страна Оз», ее зовут Яна Троянова, а муж ее режиссер Сигарев, достаточно известная. Муж-то точно известный, но и она тоже уже не в первом фильме. Михаил Сватье, вот как нам пишет Википедия, мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. Вот. Здорово, спасибо. Да. Здравствуйте, Михаил, спасибо за передачу. Очень много улучшений произошло в моей жизни благодаря вашим передачам. Проблема у меня такая, родители развелись. Когда мне было 5 лет, я осталась жить с мамой. Папа был по выходным, отношения были всегда сухие, без дружбы и тепла. Часто с его стороны были претензии по поводу денег, которые он мне давал, и много других придирок по разным поводам. 18 лет мне надоело, я очень резко прекратила всякое общение между нами. Сейчас мне 28, у меня своя семья и сын. Не общались с папой за это время ни разу. На меня вся эта ситуация тяготит. Снятся сны, постоянные воспоминания, какая-то рефлексия. Хотел бы возобновить общение, но как? Что лучше сказать? Как отстоять возможный шквал претензий? Как представлю звонок, начинаю нервничать? Спрашивает нас Евгения. Евгения. Смотрите, надо говорить то, что вы думаете, не надо придумывать никаких текстов. Вы звоните, говорите, папа, я хочу с тобой пообщаться. Но дальше, если папа опять выносит мозг, вы, видимо, вернетесь в исходную позицию. Как будет вести себя папа, мы с вами не знаем. Но вы должны быть готовы, что вас ждет разочарование тоже, как один из вариантов развития этой ситуации. Добрый день. Добрый. Здрасте, как вас зовут? Катерина. Екатерина. Михаил, я все время, но очень часто я обижаюсь. Вот. И я понимаю, что это глупо и по-детски, но почему-то с собой ничего поделать не могу. Пример приведете какой-нибудь обиды? Ну, сейчас вот почему-то приходят на ум какие-то только совсем уж бредни детские. Не могу Вам ничего сколько лет? существенно. Ну, я уже, мне 28. Вот вы 28 лет. Какая у вас была последняя обида? Недавно я, значит, в фитнес-клубе мне не дали там заморозить карту на сколько-то дней. Угу. После этих дней я должна была уезжать. И я хотела, чтобы мне вот как бы эти дни заморозили, и потом я уехала и купила карту заново. Так. Вот. А мне предложили купить ее сразу. То есть заморозка вдруг там после какого-то периода, о котором мне сообщалось, стала только на 10 дней. Так. От 10 дней, вот, они меньше. И как бы мне это не подходило. Так. Вот. И я так, поджав губу, сказав, что они не клиентоориентированы, вышла оттуда. Но чаще, конечно, эти конфликты случаются. Но вы перестали там, тренироваться, да, в клуб ходить? Ну да. Ну, правильно, а что обижаться? Ну, не подошли в условия, извините, до свидания. Они больше потеряли денег, чем вы. Я понимаю, но при этом я, когда домой, например, шла, я все это прокручивала в голове. Я думаю, как же так можно? В чем Вот они проблема? теряют, там мне так обидно. Знаешь, в чем проблема обиженных людей? Им кажется, что это делается специально для них. В данном случае, как во всех остальных, делается для денег. То есть вы здесь ни при чем, ничего личного. А в чем ваш вопрос?
Ну, вот в основном конфликты эти и обиды, они касаются близких людей. То есть я могу вот просто как девочка обиженная замкнуться в себе, сесть, надуться и сижу как дура. Понимаю, что это глупо, но по-другому в этот момент я вести себя не могу. А То есть вопрос я в не... чем? Да. Катерина, Алло. соберитесь. В чем вопрос? Я хочу не обижаться, я хочу нормально реагировать и высказывать свои мысли. Катерина, вы знаете, в чем вопрос отличается от повествовательного предложения? Да. А как не обижаться? Не обижаться. Ну я вам расскажу. Есть метод определенный. Во-первых, чтобы вы понимали, почему вы обижаетесь. Ваша психика требует обиды. Вы как наркоман себя ведете. Понимаю, да. Вы испытываете потребность в обиде, потому что следующее чувство, которое у вас возникает, вам себя жалко становится. И ради этого, собственно, нужно обидеться. Для того, чтобы вы себя пожалели. Это детское такое чувство, сформированное обычно в детстве. И оно уже настолько, так сказать, закоренелое, что вы теперь на автомате выдаете такие психические реакции. Чтобы от этого избавиться, нужно сделать две вещи. Первое. Нужно всегда сразу говорить то, что вам не нравится, и никогда не держать ничего в себе. Вы в состоянии это сделать? Да. Второе. Когда вы говорите, что вам не нравится, вы не делаете двух вещей. Вы не говорите «козел», это наезд. Вы не говорите «почему ты так ведешь себя со мной», это тупо жалоба. Вы говорите только, используя местоимение первого лица. «Мне это не нравится», «мне это неприятно», «я так не хочу». Запоминаете, да? Дальше, когда это вы сказали, говорится это только один раз, а человек все равно продолжает вести себя так же, вам придется принимать решение. Например, расстаться с человеком, перестать с ним общаться или выйти из фитнес-клуба. Вот и все. Да, понятно, но просто вот сама вот эта ситуация, вот когда я становлюсь как маленькая девочка, как не впадать в это состояние? Для этого нужно... Я понял. Смотрите, для этого нужно говорить сразу, когда это произошло. Почему обиженные люди не говорят сразу, держат в себе? Потому что им, как наркоманам, надо, чтобы все по вене пошло. Чтобы они вот промолчали, и за счет того, что они это держат в себе, все это начинает в них бродить, пока они не взрываются. А если человек говорит сразу, когда это происходит, он не доводит до эмоционального отношения. То есть на этапе «мне не нравится» тут же у него даже не доходит до не то что обиды, а вообще он никак не реагирует, потому что он тут же говорит, что ему это не нравится. После этого он должен, конечно, принимать решение. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Спасибо вам большое за передачу. Всегда ее с удовольствием слушаю. К счастью, у меня нет проблем ни с женой, ни с моими родственниками. Но у меня есть вопрос. Когда слушаю вашу передачу, и когда, допустим, один супруг говорит о том, что у него есть проблема со своим супругом, ну, допустим, он игроман или алкоголик или что-то в этом духе, вы всегда даете два варианта: либо смириться, либо уйти. Вот хотелось бы спросить, почему вы не допускаете третьего варианта, чтобы супруг один помог другому? Потому что, каким образом? Ну, мне кажется, что если у супругов, допустим, хорошие отношения, и один супруг видит какую-то проблему у другого, и мне кажется, что в этом случае именно второй супруг тот самый оптимальный человек, который может сказать что-то, помочь выйти из ситуации. А как? Я спросил, что он должен делать для этого? Ну, допустим, указать на эту проблему, а вы думаете, вместе обсудить ее. Слушайте, вы что, серьезно верите в то, что игроман или алкоголик согласен признать, что у него есть проблемы? Ну, мне кажется, может быть такая ситуация, что он не осознает этой проблемы, а близкий человек... Ну, это да, он не осознает. И близкий вызывает у него раздражение тем, что он заставляет его считать, что он больной. Еще какие предложения? По врачам сходить? Сказать, мне кажется, тебе нужен специалист, вот это вот? Ну, я не знаю, может быть, в другом каком-то ключе поговорить, просто, допустим, вот, дорогой или дорогая, я тебя люблю, у нас все хорошо, но вот этот момент меня не устраивает, давай поговорим, может быть, как-то мы его подкорректируем. Ну, вот. Слушайте, Максим, я слушаю вас, такая картина перед глазами.
Да. Жена заходит после работы домой. Воняет одновременно фекалиями, тут нельзя употреблять другие слова, тут список прямо в студии, и алкоголем. Муж, описанный, валяется в углу. Она подходит так за плечо, говорит: дорогой, я очень тебя люблю, но у нас возникли проблемы, давай поговорим. После этого он сквозь сон бьет ее прямо кулаком в глаз. Я говорю: ну я поняла, наверное, я сейчас не вовремя, давай завтра. Максим, давайте теперь реально поговорим о жизни. Значит, если вы возьмете в интернете, наберете такой вопрос, например, «Жить с алкоголиком», интернет вам выдает всегда одну и ту же информацию. Сначала он лечится, потом мы дальше разговариваем. Именно в таком порядке. А сейчас до свидания. То есть никаких ни разговоров, ни манипуляций, ни бегания по врачам, ни криков, ни скандалов, ни «я уйду к маме», ни «я так больше не могу». Не надо ничего делать, не надо его спасать, не надо какие-то скандалы устраивать. Надо сказать: пока, я тебя люблю, и когда ты вылечишься, я тебя буду ждать. Только не тяни с этим. По-другому это не работает. Второе. Я лет 20 назад, это было, работал на улице, которая тогда называлась Чехова, а сейчас она называется Малая Дмитровка. И это был особняк, который Горбачев подарил обществу трезвости. Вы помните, была такая эпоха борьбы за трезвость. И я дверь в дверь сидел с наркологами, но не этими, которые за 3 рубля маму родную будут прокалывать среди ночи и капельницу ставить, а те, которые советские. Они, это такая очередь с утра, там мамы, жены с мужьями алкоголиками. Я смотрю, каждый второй вылетает через секунду из кабинета. Я тогда еще курил, мы так за домом пошли курить, и говорю: вы что творите? Чего же вы их не принимаете? Вы врачи или где? Они говорят: Михаил, мы никогда не принимаем тех, кого приводят родственники. Это бесполезно. Человек должен прийти сам, осознав, что у него проблема, и должен еще 3 дня не употреблять до этого. Остальных мы выкидываем, потому что это халтура, это не работает. Я надеюсь, я вам ответил, Максим, на ваш вопрос. Моя жена никогда не признает своих косяков, даже если она понимает, что была не права, все равно не извинится. Из-за этого ссора может затянуться на месяц. Как мне с этим быть? Спрашивает Костя из Калининграда. Костя, судя по тому, что вы с ней живете, вас все, видимо, устраивает. Если не устраивало, вы бы не меня спрашивали, а развелись бы уже давно. Добрый день. Самый распространенный конфликт — измены. Муж жене, интеллигентная семья, 35-40 лет, дети. Как восстановить отношения, как понять друг друга, какие ваши секреты долголетия семейной жизни? Спрашивает Мария. Мария, но как отношения восстановить, это значит, вам нравится, что вам изменяют, что ли? Я не очень понимаю. А по поводу секрета долголетней семейной жизни, у меня есть ответ на этот вопрос. Устойчивая психика и больше ничего. Стабильная, устойчивая психика и психическое здоровье. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Артем. У меня такой вопрос. У меня с братом достаточно сложные отношения. Он на 11 лет старше меня. Вот. Он живет очень далеко от нас, 2000 километров. И у нас такая ситуация, как говорится, вместе не можем, а врозь никак. То есть мы созваниваемся по телефону, неплохо, в общем-то, общаемся. Каких-то таких прям откровенных противоречий не возникает. Но как только он приезжает к нам, у нас... Мы сидим, разговариваем, там, грубо говоря, о политике начинаем, и так далее, обычные темы. А все заканчивается неизбежно конфликтом. И, как правило, это в плане того, что вот я мало зарабатываю, я вот не тем занимаюсь, надо деньги зарабатывать. Это брат вам говорит? Да, это брат он мне говорит, вот, бросай все это дело, а я занимаюсь тем, что, в общем-то, неплохо делаю. А вы знаете, какой есть ответ на эту реплику, Артем? Нет, поэтому не учите меня жить, лучше помогите материально. Спешите с него. Я ему пытался сказать то, что, понимаешь, давай я своей жизнью сам займусь, а ты своей сам занимайся. Он очень успешный человек, вот, у него семья, 3 детей и так далее. Так вот, знаете, есть великий сериал «Фарго», не видели? Нет. Смотрите, там тоже есть история про братьев. Просто, может быть, вы подскажете какой-нибудь вариант, что ему сказать, чтобы он тоже относился, потому что мои мнения он не принимает вообще категорически никакие. Смотрите, я не знаю, что это вам даст, я вам объясню, почему он себя так ведет. К сожалению, несмотря на успешность, он человек неуверенный в себе.
И, видимо, гораздо более неуверенный, чем вы. Как ни странно. Заключается это в том, вы это вообще запомните, и все, кто слышит, когда один человек по любому поводу критикует другого, даже я себя на этом ловлю, то цель всегда одна — поднять свою самооценку, опустив ближнего. Я понятно рассказываю? Да, конечно. Брат, когда говорит, что ты не так живешь, он пытается подняться за ваш счет. Это говорит о том, что он в себе не очень уверенный человек. Люди в себе уверенные вообще не раздают ни советов, ни комментариев, не критикуют. Вот этого они вообще всего не делают. И вы можете сказать брату, что если ему интересна причина, по которой он вообще себя так ведет, это он таким образом демонстрирует свою неуверенность и низкую самооценку, пытаясь повысить и то, и другое за счет вас. Но я думаю, что это ничего не даст, будет только новый виток конфликта и так далее. Так что не знаю, да, что вам еще сказать на эту тему. Спасибо в любом случае. Всего доброго. На здоровье. Друзья мои, ну что, наш разговор медленно, наверное, катится к концу. Что я хочу сказать в заключение? Во-первых, спасибо за звонки и письма. Мы даже, я думаю, 1/10 не рассмотрели. Например, не было ни одного звонка, не было по поводу свекрови, тещи, зятя, невестки и так далее. Во-вторых, очень распространенная тема, сегодня тоже она никак не звучала, это когда родители ведут себя глупо, стравливают детей между собой, сравнивают их. Это конфликты между братьями и сестрами. Об этом мы тоже не поговорили. Но вы обратите внимание, по частоте употребления каких ситуаций можно судить о том, какие наиболее распространенные конфликты в семейной жизни. Вы, наверное, обратили внимание, на какую тему были больше всего звонки. Видимо, судя по тому, что это были наиболее, так сказать, употребляемые истории, эти конфликты, значит, самые распространенные. Но, конечно, не все. Мы будем еще возвращаться к этой теме. Я хочу закончить вот то, что Мария спрашивала про залог семейного счастья. Действительно, не компромиссы, не уступки, а просто стабильная психика, стабильное предсказуемое поведение, прозрачное, дает возможность жить счастливо и без конфликтов всю жизнь. Чего я вам, собственно, и желаю. Прощаюсь до субботы. Пока.